Всем доброе утро. Сегодня мы будем гулять по Буэнос-Айресу в районе Коллегиалес называется. А я вам расскажу, чем я занимаюсь в последнее время, почему так редко снимаю. Так, смотрим, я вам буду рассказывать. И заодно испытаю, как работает мой новый микрофон. То есть в каком плане новый микрофончик-то тот же самый. То есть марка Rode, вот такая, сейчас я покажу, у меня в кармане лежит. Вот такой микрофончик, видите? Он у меня лежит в кармане и передает на камеру. Вот заодно я его испытаю. И в чем прикол? В том прикол, что годик прошел, и один из микрофонов, а он набор такой, один приемчик, два микрофона. Один из микрофонов забарахлил. В каком плане забарахлил? Начал перегреваться при зарядке, нагреваясь, такое, что, кажется, взорвется. 5 минут держит этот самый зарядку, разряжается, не подключается к компьютеру, нельзя списать. А они, дело в том, что эти микрофончики дорогие, мне нравятся еще потому, что они записывают прямо у себя, очень хороший качественный звук. И если вдруг на камеру передавалось плохо, то в то же время можно взять потом с микрофона и в таком спасти свой звук. Одним словом, я сначала думаю, ну что делать, год прошел, в принципе, как бы сами они с Австралии. Думаю, как я могу его еще, так сказать, это. Тем более я тут еще параллельно пользуюсь другими микрофонами DJI. Ну, все-таки что-то мне стукнуло, думаю, давай-ка им напишу в Австралию прямо на фабрику, что у меня так и так микрофон начинает перегреваться. Думаю, ответят, не ответят. Искал, там везде чат с ботами. Ну, в конечном итоге смог найти, куда им имейл послать. Составили имейл на английском языке, послали в Австралию прямо на завод микрофона. Говорим, так и так, ваш микрофон такой классный, мне так интересный, но в то же время, ребята, он перегревается до компьютера, не списывается, не подсоединяется. Одним словом, куча у него всяких забабонов и проблем. Смотрите, за инвалидом приезжают транспорты для, видите, для инвалидов. И у них уже вот, чтобы колясочки выезжали, заезжали, все в таком духе. Молодцы, ребята. Молодцы. И этот самый. В общем, они начали отвечать. Сначала мне давали кучу всяких советов, куда подключить, на что нажать, на какие кнопочки, чтобы его восстановить. И в конечном итоге, когда поняли, что нифига его восстановить нельзя, и я им такое все-таки там посылал, и моил, и переписывался. В общем, переписка шла, наверное, около месяца, потому что, ну, не каждый же день они отвечают, у них же не один я такая забота, там, отвечать какому-то в Аргентину из Австралии. Но факт не в том, факт в том, что в конечном итоге они мне написали, мы все время ищем, как решить твою проблему, мы ищем пути решения твоей проблемы. В конечном итоге, говорит, мы хотим соединиться с нашими представителями в Аргентине, есть какая-то, в общем, сервис, который представляет, какая смешная собака. Вот. Соединились с этим сервисом. Этот сервис мне написал, когда прийти, я поехал, и они проверили, поменяли тут же мне на новый микрофон бесплатно. И еще удивлялись, говорят, первый раз нам, говорит, пришел заказ именно интернациональный, чтобы вообще из вот это Rode International, кажется, оттуда пришли, попросили поменять кому-то микрофон. Это, говорит, всегда как бы только те, что здесь купили. Так что вот, теперь я как раз его и проверяю. Это госпиталь Коллегиалес, видите, называется, санаторий Коллегиалес. Это у кого медицинская страховка ОСК, я не знаю, наверное, другие тоже, я имею в виду, просто про себя говорю. Вот видите, Коллегиалес, госпиталь, санаторий такой, в подвальных помещениях операционные. Мне тут часик надо, так сказать, это, еще покрутиться. Приехали по делам. Одним словом, вот такое дело. Поменяли мне микрофончик, ребята. Так, чем же я таким занимаюсь интересным сейчас, что мне вообще даже как бы и не до видео. Это дело в том, что я занялся автоматизацией. Может, кто-то такое слышал, может, не слышал. И кто не слышал, я ему немножко расскажу. Автоматизация – это ваши помощники с искусственным интеллектом. То есть как? Простая автоматизация может быть без искусственного интеллекта. То есть просто типа там взять то, напечатать тогда-то, в такое-то время. Тут без искусственного интеллекта. Автоматизация, помощник с искусственным интеллектом чуть-чуть выглядит по-другому. То есть он запланированные определенные задания, он берет,
это задание и начинает выполнять. К примеру, найти в твоей рубрике новости самые популярные в интернете, там просканировать какие-то страницы. Он просканирует, найдет, посчитает, что популярные, возьмет эти новости, напишет в твоем стиле и опубликует в твоих социальных сетях в определенное время. В принципе, вещь интересная, но, как правило, она везде платная. И много чего можно делать. В общем, мир меняется, ребята. И кто не успеет меняться с этим миром, останется, как говорят. И я думаю, останется там, где он и сейчас. Надо меняться. Значит, автоматизация. Есть куча страниц, которые можешь купить себе автоматизацию, там ее настраивать. Но там за каждый клик с тебя берут много денег. И я попробовал всякие бесплатные, тарифы, они, как правило, у тебя заканчиваются, когда ты только начинаешь в этом разбираться и только начинаешь что-то делать, как бесплатный тариф у тебя заканчивается, и ты остаешься с носом. Если это вам будет интересно, я вам могу рассказывать про эти темы, снимать, чтобы не только было вот такое, ходим по улицам и как старые деды и бабы обсуждаем всякие там новинки, цены. Могу рассказывать вам про искусственный интеллект, что, кстати, на испанском я сейчас собираюсь делать. Могу рассказывать про автоматизации, про то, как применять их в вашей повседневной жизни, чем они могут помочь, кому они могут помочь, как они могут помочь в бизнесе. В общем, сбацал я себе, обойдем пару кружков, чтобы вы посмотрите на город, а я обойду пару кружков. Сбацал я себе свой сервер с автоматизацией, называется, ссылка вам ничего не даст, в принципе. Но я просто говорю, что сделал я себе свой сервер, на который установил Linux, на который установил Linux сервер, на который установил автоматизацию, называется N8N. Эта вот система, она сейчас набирает очень сильно популярность, ее можно установить на свой сервер. И начал там настраивать. Проблем, конечно, была кучу гура. Во-первых, установить, во-вторых, настроить, в-третьих, за месяц все-таки разобраться с этим, как оно работает. А это хоть и такой блоковый код, но все равно программирование. Потом начал сталкиваться с такими проблемами, как, допустим, публикация в Instagram. Надо ключи API. Ключи API я взял сейчас, кстати, пытаюсь добиться ключей API для ТикТока. Ключи API-то я взял, это все хорошо, но в Instagram есть свои приколы, даже хуже, чем Facebook. А Facebook заходит, допустим, если ты там взял какие-то нубы, то есть я имею в виду какие-нибудь... Так, я сейчас посмотрю, кто-то мне блюмкнул, а я жду, чтобы там это было нет. Ага, ладно, это переживет. Потом почитаем. Значит, в чем прикол? То есть из общественных всяких облаков видео, к примеру, не берутся. Наподобие ты берешь Google Drive, закидываешь туда видео, хочешь, чтобы типа автоматизация тебе его забацала там в Instagram, а он не зайдет, потому что это, говорит, не публичная ссылка, она закодированная. Одним словом, к чему я веду? Я веду к тому, что пришлось мне сделать еще один сервер. Сервер хранилища на 40 тысяч рилсов. Такое, на 40 это, так сказать, по максимуму, если они большие. Если маленькие, то на 70 тысяч, от 40 до 70 тысяч рилсов. Вот, куда я укладываю. И автоматизация, так сказать, моя берет один рилс, выбирает и начинает его описывать с помощью искусственного интеллекта без меня, публиковать по моим социальным сетям. Прикольно, прикольно. Это как еще один помощник, который... То есть мое дело скоро, когда я закончу с автоматизацией, будет только видео снимать и болтать на стримах. А все остальное будут у меня помощники. И это легче, чем нанимать чувака, который будет сидеть и за тебя кликать. И это тебе даст хоть чуть-чуть больше свободы в плане того, что у тебя остается больше времени самому что-то, творить, скажем так. Одним словом, занимаюсь этой. Конечно, пока что-то настроишь, проходит очень много всяких выскакивает фишек. К примеру, там твой сервер начинает не принимать большие рилсы, начинаешь искать, в каких настройках ему добавить как бы размеры, там, в каких этих твоих хостингах. Одним словом, в общем, занимаюсь этой. Знаете, как говорят, чем бы дитя не тешилось, вот так и я. Нынче тешусь автоматизацией.
Как-никак у меня уже много из них работает. Сейчас зайду в тенек, покажу. Их, кстати, на телефоне могу показать, чтобы людям было интересно. Не только... Сейчас я тут открою телефончик, смотрите, видите? Смотрите, кстати, на мои иконки на телефоне куча. И это не одна страница, таких у меня 4 страницы иконок на телефоне. Так, значит, нажмем на автоматизацию, пока вы смотрите. И покажу. Вот открывается. Тык, смотрите. Тык. Вот это процессы, которые на моем сервере уже работают. Там, кстати, указан номер сервера, так что кто хочет позаглядывать, он там сверху увеличит, остановит. Которые зелененькие, это уже которые рабочие процессы, они уже автоматически работают. Вот там еще внизу есть. А которые еще выключены, это те, которые я доделываю. И все эти автоматизации работают на 3 канала пока что. То есть они должны охватывать 3 моих канала, которые называются Леонид Тимо. А Леонид Тимо это считается YouTube канал, Telegram канал, Facebook канал со страницей, Instagram канал и TikTok канал. Потом другие охватывают то же самое видео с Делеон, это канал про рыбалку на испанском языке. Все то же самое. Facebook, Instagram, TikTok, тык-тык-тык-тык. Потом, да, Crosstech, это компьютерные вещи, компьютерный канал на испанском языке. Вы же знаете, да, что я ремонтирую компьютера. Кстати, завтра должно 2 человека поднести. Ожидаю вас. Мы договаривались, я говорил, что сегодня я буду очень занят, а завтра да. Завтра подносите. Потом за субботу-воскресенье я вам все поделаю. И, значит, компьютерный. Вот вам 3-й бизнес, который надо вести, и интернет-магазин 4-й. Под все эти бизнеса есть все социальные сети, то есть телеграммы, фейсбуки, инстаграмы. И вот попробуйте одному человеку, кроме того, надо ходить еще работать, надо компьютера ремонтировать, надо еще ходить в магазин за покупками, делать домашнюю работу, надо человеку спать, надо человеку отдыхать, надо ездить на рыбалку. Соответственно, чтобы вести все это хозяйство, надо или быть как Змей Горыныч, иметь 4 головы и 10 рук, и не спать, и не 24 часа в сутки, а черт знает сколько часов в сутки. Или надо включать мозги, включать искусственный интеллект, делать свои сервера автоматизации, фигачить, фигачить и фигачить. Помогает ли? Да, пока что я вот, допустим, пока что более-менее настроил такую автоматизацию на видео с Делеон, на рыбальский канал. И да, помогает. Я имею в виду, я не публикую там рилсы в этом, а, к примеру, в Инстаграме. Так что, ребята, если вам интересно не только бродилки, блин, по улицам и смотреть какашки собачьи на тротуарах, обращайтесь. Могу начинать, как говорят, рассказывать про такие новости технологические. В общем, стареть нам некогда, унывать нам некогда. Надо работать, работать и работать. Вот так. Так что все, там мне блимкали, надо почитать, о чем блимкали. Машина у меня там стоит, будьте осторожны с этими всякими желтыми линиями, а то потом штрафом не отберетесь. Наподобие вот так оставишь, ну смотря в каком районе, может и не заберут, а может, блин, и прихватят. Видите, вот. Потому что сказали, ты стоял на перекрестке. Меня последний раз так прихватили. После этого надо было ехать, искать свою машину, платить за все эти удовольствия. Одним словом, всем добра. Пока.